Всем hello, всем хай, всем здра. И это рубрика Trash to Trend, в которой мы перешиваем старые вещи во что-то новое. И сегодня мы будем из вот этих вот джинсиков шить огромные, широчайшие типа джинко джинс. Да, поэтому смотрите до конца. В конце вас ждет подгончик-сюрпризик, ну и результат, как выглядят эти джинсики, да. И вот слева вы можете видеть до, а справа спойлер, как будет после. Так, а пока я разбираю джинсы-доноры и основу, кстати, донорские джинсы я вот тут разбираю ножницами, внутренний шовчик. Вам покажу все, вдруг вы новенький. Во-первых, не новеньким спасибо за 500 подписчиков, ребята. Нас уже 500! Короче, ножницами разрезаю вдоль внутреннего, срезаю вот эту штучку, вон с той пары я посрезал, и еще верхушку срезаем, чтобы получить вот такой кусманчик, из которого потом мы будем треугольник или внутреннюю вставку делать, да? А как у нас разбирается непосредственно вот такой вот шов? Да, не вот такой, который сложно разобрать, а вот такой специфический. Мы берем такую штуку, и с двух сторон его распарываем. Видите, я тут распорол, потянул, оно не тянется. А вот тут распорол, вот снаружи и снутри, то есть, чтобы вот так получилось, и оно тянется. Как понять, что оно тянется? Сейчас я покажу, только ухвачусь своими пальцами, сосисками, блин. Сосиска! Так, все, я смог поддеть вот эти две нитки. Вот, как вы поймете, что... Извините. Как вы поймете, что они тянутся, ну, они вот так вот подтянутся. И до конца идем вот до сюда. И потом уже вот так все, оно разбирается, то есть полностью. И пока вы ставили лайки, подписывались на канал и на мой телеграм, я уже все распорол и подготовил. Повырезал вот лишние пояса, низа, вот эти вот штучки. И вот вышли у нас вот такие вот заготовочки. У основы я еще распорол внешний шов. Я это не записывал, потому что это была тупо пытка. Как вы видите, его нормально распороть нельзя было. То есть, бывает такое, то что внешний шов выглядит вот так, да, его можно легко распороть, потому что тут одна ниточка, а две вот эти части, они заоверлочены. А вот в этом случае был вот такой шов, где, ну, надо все прям кромсать, чтобы его разобрать, поэтому я сидел вот с этой штучкой и вот с этой штучкой просто вот теребонькал, и видите, ниток нападало, блин. Перекус Хисага чек. Пам! Лепесточек такой, вот видите, это у нас вставочка будет для внутреннего шва. То есть те, кто уже знают, те знают, кто не знает, могут посмотреть в прошлых роликах. Рассказывать вам не буду. Что? Рассказать? Ну ладно, расскажу. Короче, это оно в разложенном виде, так оно сложено напополам. И также не забывайте, что джинсики у меня можно непосредственно заказать. То есть, либо мы найдем материальчик под ваши замерчики, либо вы пришлете свои, и ваши джинсы попадут в видео, блин. И вам их сделаю, сошью, перешью, да, под свой дизайн, вот этот вот от Хисага. Что еще? Еще в описании ссылка непосредственно на телегу, где это все можно найти. И можете еще, там закреплю, наверное, ссылку на Donation Alert. Заходите, если хотите, поддержите. Если не хотите, просто поставьте лайки и подпишитесь. Все, не отвлекаю. Извините, пожалуйста, ну простите, ну я не мог. Простите. Все, шьем дальше. То есть, видите, оно непосредственно повторяет изгиб внутреннего шва. Нам таких две детали надо будет. В чем прикол? Вот тут мы берем длину, которую хотим добавить к внутреннему шву, чтобы у нас выход стал шире и, соответственно, нога сама стала шире. Я тут взял максимально большой, что мне позволяет вот эта вот донорская основа, потому что мы делаем супер гигантские джинсы. Вы можете вымерять и такие: о, хочу выход 30. Тут, допустим, он 20, ага, берем 10, плюс еще откидываем пару сантиметров, которые ушьются туда, и бам-бам. Так, длина. Вот эта вот длина, это длина внутреннего шва, плюс еще сантиметров 5 на подшивочке, и то и сё. Пусть лучше будет, немножко лишнего. Что еще? Вот тут. Вот эта темка, она будет пришиваться вот сюда и вот сюда. То есть, понимаете, сам лепесток будет класться вот
вот туда, короче. Потом еще увидите подробнее. Тут я обычно беру 4,5 сантиметра, то есть в сумме получается 9. Вот. То есть 9, бам-бам-бам, длину нужную, просто лепесток этот ведем вот так, как он ведется. Тут длина, ширина, которая нам нужна, чтобы достроить наш выход побольше. Мне кажется, все максимально подробно. Ну, точнее, даже не подробно, а понятно скорее, вот. Не знаю, почему вы спрашиваете, давай еще подробнее, давай еще. Просто сядете, когда будете делать, вы сами поймете. Испортите пару пар джинс, как я портил, и все будет good. Пам-пам, эти темки две уже внутренние вырезаны. Ё-моё, вот они. Сейчас занимаемся внешним клинчиком, вот этим вот. То есть длина у нас вот тут. Это длина у нас, которую мы будем брать сюда. То есть я буду где-то вот отсюда начинать ее вшивать. Взяли вот эту вот длину. Добавили еще сантиметров 6-7. Опять же, ширина тут та, которая нам нужна. То есть выбирайте, какая вам нужна. У меня тут где-то 20 с лишним. Но оно сократится, то есть напополам станет. Бам. И... Короче, да, вот, клин просто. Обычный треугольник. С нужной внизу шириной, умноженной на 2, потому что, ну, оно будет складываться. Да. Короче, да, что я объясняю. Так. Распоротый внешний шов. Один из наших треугольников. Лицевыми частями друг к другу. То есть вот эту переднюю часть штанины и треугольник прикладываем, чтобы получилось вот так. Верх треугольника к моменту, откуда у нас будет он начинать расширяться. Идет он вдоль внешнего шва до самого низа. Тут у нас запасной материал. Вот. И вдоль шва он идет. И вот тут мы сейчас вот так прошиваем все это дело. То есть тут сопоставили. И вот оно идет дальше. Вот вроде understandable, да? Вот оно сопоставлено все. И вот оно идет вниз. Итак, практически ничего не поменялось. Единственное, появилась строчечка и зигзаг, который держит шовчик. Не шовчик, а это, чтобы оно не шебуршилось. Вот, то есть пришили мы вот... Ничего сложного. Вот как приложили тогда, да? Вот тут у нас лишний вот этот материал еще остался, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Вот, теперь что я делаю? Для удобства я... Вот так мы его раскидываем сюда, да? Вот, и прогладим сейчас пойдем, чтобы проще нам было ту часть пришивать, и ничего не мешалось, нигде не загибалось, ровно уже лежало, да? Вот, то есть у вас треугольник уже почти вшит, единственное останется просто вот, что мы тут проделали, пришить. Пришите к той части, ничего сложного абсолютно, ребята. Но я буду вам все равно в каждом своем процессе пошива это показывать, почему бы и нет, да. Проглаживаем, то есть бам-бам и идем утюгом. Так, пись-пись-пись-пись. Так, ну и что мы в итоге имеем? То есть мы вот прогладили, вот это вот наша часть. Мы прогладили, вывернули все это дело, да? У нас друг напротив друга оказываются два вот таких кусмана. То есть, что мы делаем? Просто совмещаем их и ведем, как они идут. Тут я продырявил, но я это зашью, ничего страшного. То есть, не знаю, как удобно показать, потому что у меня тут не штатив, а непонятно что. То есть, сопоставили и все, и ведем. То есть, вот, оно идет уже по нашему треугольнику. Да, начинает оно по изначально внешнему шву, как изначально и было, и дальше потихоньку переходит на наш треугольник, типа вот. Вот, и мы сшиваем дальше, так как и сшивали эту сторону, типа все просто. Я уже эту штуку в 3-й раз снимаю, все равно в комментариях спрашивают, а как ты это сделал? Ну блин, ну типа вот, просто сопоставить и все, и типа
В чем прикол, ребята? Вот же. Пробуйте, ошибайтесь, пробуйте. У вас с первой попытки по туториалу ничего не выйдет. Тем более вы смотрите туториал меня. Ну, что у вас может выйти? Ну, вот и я прошил вот эту часть, прогладил тут все. Так красивенько оно выглядит. Да, треугольничек у нас внешне вшит. Сейчас будем внутреннюю часть вшивать. Ну и по классике внутренняя вставка у нас выглядит как огромная бабочка. Вот ее серединка. И вот наши джинсики вывернуты и выложены распоротым внутренним швом. То есть вот тут у нас ширинка вон там. Ну и отсюда видно вот. Тут у нас попа. И получается вот та же самая серединка у нас ложится вот сюда. Вот это так. Ее сюда. Скрепляем нашу серединку вот с этой серединкой, с этой. И прошиваем просто в обе стороны. Не думаю, что стоит это объяснять еще раз, в 100-й раз. Вот тут ничего сложного. Ну, просто взяли вот эту деталь сюда. Ну и прошили, естественно. Да. Единственное, сейчас будет нюанс. Я прошью только заднюю сторону. И под наши джинка будем еще большие кармашки делать сзади. Да. Так, вшита уже немножко внутренняя вставка по одной из сторон, по задней. Потом мы ее так туда. Тут я пока что мейкаю кармашки. Вот такие вот кармашки большие будут у нас. Все подогнул, прогладил. Сейчас приложу к джинсикам. Пойму, куда их вставлять. И буду пришивать. Тять. Ну, чисто прикинув, думаю, вот так неплохо будет. Вот, это пока прикидка. Я сейчас по сантиметрикам посмотрю, поэтому всему это просто ляпнул и нормально. Вот, и там уже как пришью эту темку, вам покажу, да. Я поэтому не пришивал еще вот переднюю сторону, а только заднюю внутренней вставки пришил, чтобы можно было раскрыть ее и легко шить. Просто как по полотну. Да, биг кармашки. Для какаш. Так, кармашки пришиты. Единственное, материал не супер подходящий под формат джинка, но посмотрим. Вот, кармашки настолько вот большие, что сюда даже влез. Кто? Бар-бар потопи. Вот, и 2 литра минской минеральной водички. Вот. Такие вот биг кармашки. Теперь будем внутренний шов, вставку дошивать. Обрежем лишний материал и добавим длины еще. И все на финишную прямую, да. Итак, внутренняя часть у нас уже вшита, как вы видите. Да, но джинсики коротковаты, поэтому я делаю для них удлинение. И у этого удлинения сейчас подворотики делаю вот такие. Я взял тут 2 сантиметра, раз подвернул, 2, сейчас это все подверну, прошью и потом пришью сюда. Да, и вы увидите готовые джинсики уже совсем скоро. Ой, чтобы удлинить, короче, мы вот эту вот часть, которую для удлинения сделали, да, с подворотиком, мы ее стороной, где нет подворотика, прислоняем к тому, что нужно удлинить. То есть вот такая вот труба у нас получается. То есть просто насадили ее образно, прошиваем вот тут, и потом просто выворачиваем, и оно будет удлинено. Йоу, короче, все, низик прошерудил, тут еще поверх прошил. Вот он дошит, пришит, нормальный такой. И бахаем сейчас лого, и все, и конец, ура! Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это за такие огромные малышечки у нас получились? Ну что получается, будем примерять. И в конце, как и обещал, кое-что. Ля-ля-ля. Ну и вот, имба, которая у нас получилась с вами, ребятки.
Удлинил я, кстати, с помощью светлой ткани специально. У меня есть запасы потемнее, но мне хотелось сделать какой-то акцент на то, что это апсайклинг и все дела. И, как по мне, неплохо. О, минская минеральная водичка, да. Короче, как по мне, джинсы вышли шикарно. Я такие шил года 2-3 назад, наверное. И вот решил повторить на видео, да, для вас, для контента. Ля, сколько лута достал из инвентаря, чайл. Реально крутой. Пиу-пиу-пау-пау. Ну вообще. Ну вообще. Ну и, короче, да, что у них по замерочам? У них полуталия 46, полубедра 57, длина 106 и выход 55. Как вы уже поняли, они разыгрываются в моем ТГК-канале сейчас, телеграм-канале, то есть. Получается, переходите по ссылке в описании, там можно поддержать канал за крутые туториалы. И можно перейти в Телеграм, чтобы участвовать в гиве вот на такие штуки-дрюки джинсы огромные, да. Что еще вам интересного сказать? Короче, блин, да, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, то, сё, короче. На Телеграм подписывайтесь, в ТикТоке там меня тоже можете найти, подписаться там вообще вот. Короче, да, все, всем пока, давайте. Все, пока, ребята. Включайте все.